Несмотря на то, что от eFootball 2026 мы многого не ждем, так или иначе все-таки, но были анонсированы некоторые игровые механики, подробности которых пока что от Konami мы не дождались. Да, это те самые нововведения, которые получили небольшое упоминание на презентации в честь 30-летия серии PES. Те самые загадочные тренерские линки и не менее загадочный новый режим, связанный с сокровищами пользователей. Что они из себя представляют, в чем заключается их суть в сегодняшнем ролике и постараемся разобраться, так сказать, выполняем работу за Konami. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Несмотря на то, что в начале ролика было заявлено как минимум две новых функции, о которых Konami объявили официально, у нас есть слухи и новости касаемо третьей функции, о которой вроде как должны упомянуть на трансляции eFootball Connect. В общем-то, если вы смотрели один из предыдущих роликов, то наверняка уже поняли, о какой функции идет речь, но о ней мы поговорим чуть-чуть попозже. И начнем мы наш разбор нововведений с одного из самых непонятных, на мой субъективный взгляд, а именно касающийся охоты за сокровищами. Стоит отметить, что Ренан Гальвани упоминал об этом нововведении, об этом режиме еще до официального анонса от Konami, и его суть я до конца не понимал, что тогда, что сейчас. Ну, в принципе, оно и не мудрено, учитывая, что сами разработчики ограничились лишь парой-тройкой изображений, толком не объясняя, о каких наградах идет речь, как именно будет строиться это древо, которое по итогу будет разрастаться, исходя из множества матчей, но суть заключается в следующем. Это отдельный режим, в котором у вас есть определенного рода награды. Я так понимаю, что по ходу презентации Konami решили отметить их вот следующим образом. В рамках данного режима вы играете против таких же соперников, как и вы, у которых также имеется базовый набор тех или иных наград. И, соответственно, чем больше матчей вы выигрываете, тем больше у вас появляется древо, что отчасти и подтверждает следующий слайд, который демонстрирует вот подобное древо. Множество различных пользователей, и у них также имеются награды. И как-то ни странно, одерживая победу над своим соперником, вы забираете его награду и продвигаетесь дальше по этому самому древу. Однако, если вы проигрываете, вы немножко откатываетесь назад по этому продвижению и в свою очередь теряете некоторые из своих наград. Однако мне трудно представить, что же именно будет подразумеваться под этими наградами. Я сомневаюсь, что Konami предложит нам играть за какие-нибудь карточки, поэтому я предполагаю, что подобные награды особой ценности нести не будут. Они будут фигурировать исключительно в рамках данного набора. Но, опять же, я ничего конкретно не знаю, и это лишь мои субъективные предположения, особо ничем не подкреплены. То ли дело другое нововведение, а именно даже игровой режим. Судя по всему, мы немножко ошибались, когда считали, что в eFootball появится система линков, система совместимости, как это было в серии игр FIFA. Тот же Гальвани говорит, что это вот конкретно новый игровой режим, то есть, судя по всему, линки не будут включены в основной Dream Team. Еще один момент, который отличает Link Up от привычных линков, которые были в FIFA, так это то, что линки будут связаны не только между футболистами, а в основном они будут завязаны на главных тренерах, что опять же подтверждает те слухи и новости о том, что главные тренеры будут играть важную роль в 26-й части. У главных тренеров появится возможность создавать этакие комбинации, которые в свою очередь повышают уровень либо всей команды в целом, либо конкретно взятых игроков. То есть получается, что будущие тренерские бусты, возможно, смогут оказывать куда большее влияние, нежели это происходит сейчас. Как отмечает Гальвани в своем твиттер-аккаунте, это нововведение как раз-таки связано с тем, что Konami хотят немножко изменить ситуацию с рейтингами в игре, поскольку подобным образом из-за совместимости, из-за тренеров, которые улучшают уровень одних игроков, а других оставляют без изменений, соответственно, это также повлияет и на основные рейтинги у футболистов.
Ну и то самое третье нововведение, о котором Konami еще не успели упомянуть, но вроде как планируют это сделать, все на том же eFootball Connect, который у нас ожидается за сутки, за двое до релиза непосредственно обновления 5.0.0. Это возможность кастомизировать стадионы. Опять же, как я отмечал в одном из предыдущих роликов, мы не сможем создавать их с нуля, но скорее всего сможем кастомизировать уже имеющиеся арены под собственные нужды. Даже не то чтобы нужды, а вот на свое видение, как мы хотим видеть тот или иной стадион. Более того, что важно отметить, по словам Гальвани, данные изменения тех же самых стадионов будут отображаться для всех остальных пользователей тоже. То есть взять какой-нибудь Konami Stadium, решили вы изменить ему крышу, освещение на этом стадионе, и все эти изменения будут видны и вашим соперникам тоже. Но если вы думаете, что это все, что касается кастомизации, то нет. По словам блогера, вместе с кастомизацией стадиона в 26-й части ожидается появление клубных маскотов. Соответственно, если клубные маскоты появятся, то наверняка это будут те самые клубные маскоты партнерских команд. Барселоны, Юнайтеда, Боруссии с их шмелем, Арсенала с их динозавриком и так далее, так далее, так далее. В общем-то, исходя из всего сказанного, в принципе, какие-никакие изменения в 26-й части ожидаются. С другой стороны, возможно, это даже и близко не те изменения и нововведения, которые большинство из нас ждали. Как бы то ни было, ваше мнение по каждому из нововведений буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!